Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Для сегодняшнего ролика мне необходима вся моя удача, которую я только могу собрать, мысленно и немысленно. Там, не знаю, я иконы сейчас вокруг своего стола, вокруг своего экрана поставил. Посмотрим. Надеюсь, бог рандома сегодня будет меня любить, обожать, и все будет приходить как надо. И как вы можете заметить, я сегодня в отличной форме, потому что я побрит, красив и неотразим. В общем, сегодня будет билд, это шамана через волшебников. Вайпер записал? Шексно. Ну да, Вайпера я записал, на канале уже есть давным-давно. Так, привет-привет. Сразу напишу, что я на запись. Вот, поэтому если ты вдруг Вайпера не видел, обязательно смотри, я как раз о нем сейчас хочу и сказать. Я думаю, что этот ролик ты посмотришь и, соответственно, на подсказку перейдешь. Почему я говорю, что нужна будет подсказка? Это потому, что под тем роликом собралось 47 лайков из 50. Поэтому, ребят, в правом верхнем углу экрана будет подсказка, и я надеюсь, вы перейдете. И как добросовестные зрители и подписчики, поддержите меня и поставите там недостающее количество лайков. Добрый день, да с наступающим. И тебя с наступающим. С тобой я уже поздоровался, но все равно с наступающим тебя. И всех, соответственно, тоже с наступающим, ребят. Потому что совершенно скоро будет уже Новый год. Уже совершенно не верится, что осталось меньше 2 недель. Капец, время так быстро летит, я в шоке. Так, так, взаимно. А то я немножечко, знаете, в игру погрузился и забыл ответить. Но все, я больше отвечать чат не буду, потому что я не могу разорваться и на чат, и сосредоточиться по игре, потому что я начинаю терять свою мысль и совершенно не о том думать, чем надо. Чем надо, говорю, боже. Чем надо. Вот. Начиная не о том думать, о чем надо. Ну, предметы пока что так себе. Цепочку я по-любому беру. Цепочка мне пригодится, потому что эта цепочка будет инкастово перевоплощать моих шаманов. Надеюсь, бог рандома сегодня будет меня любить. Потому что мне нужен солнечный шаман, и я надеюсь, он мне довольно-таки быстро придет. Если он, конечно, быстро ко мне не придет, то это будет грусть, печаль, и, в принципе, все. Тут даже ничего больше и не скажешь. В общем, почему я решил записать этот ролик? Вот именно шаманов через волшебников. Потому что это необычно, это прикольно, и от вас это совершенно не зависит. Вот от слова совсем. То есть, что бы вы ни делали в этой игре, как бы вы ни играли, то от вас это зависеть ровным счетом будет 0,0. Почему? Но если кто-то не играл на шаманах, я думаю, все меня прекрасно поймут, то, что там фигуры максимально рандомно падают. На это вы никак не можете повлиять от слова совсем, как я уже сказал ранее. На самом деле, я бы эту панду продал бы, лучше в уровень вышел, потому что там была бы у меня призрачная надежда на некий процент фиолетовой фигуры. А фиолетовая фигура в данном случае это солнечный шаман. То есть это шейкер из доты. Прикольно, кстати, у него стиль такой. Осьминожек. Нормально. Сейчас он меня засминожит, этот Шексно. Да, он меня выиграет. К сожалению, здесь я принимаю свое поражение. Или не принимаю? Да не, принимаю. Или не принимаю? Морф, а ты красава. Я, походу, еще и выиграл. Прикиньте. Почему я говорю, что Морф красава? Потому что у меня шаман лавы закинул туда Сайленс, и Морф такой, блин, канусь-ка я в Сайленс. Просто в 4 фигуры проиграл. Ничего, это нормально. Это нормально, это адекватно. Возьму уровень сейчас, поставлю вот так вот. Вот так вот. Можно было бы, конечно, взять сейчас, продать эту панду. Да, вот так вот сделаю. Я не верю в панду. Да и на самом деле мне эта панда не нужна. Может быть, для старта, чтобы у меня какая-то призрачная надежда на какую-то левую фигуру была. Но, честно, не хочу я испытывать эту призрачную надежду. А вдруг придет панда? Мне что, потом через панду играть? Нет, не хочу, не буду. Я буду играть через шаманов, через волшебников. Через шаманов, через волшебников. Боже. На шаманов. На шаманов. Боже, что такое? Что происходит? На шаманах через волшебников. Все. Это критически. И это целенаправленно. То есть, буду получать в табло, значит, буду получать по полной в табло. Но я реализую шаманов. И, кстати, в этом патче это моя первая попытка записать шаманов. И вот посмотрим, насколько это будет удачно и насколько это неудачно будет. Ну, во-первых, давайте поговорим сразу о минусах шаманов. Их в этом патче нерфанули. Если раньше вам нужно было бы секунда для перевоплощения, то сейчас нужно 1,5 секунды. И нужно 3 шамана для того, чтобы реализовать их через волшебников. То есть, раньше нужно было вам 2 шамана и поставить волшебников, чтобы реализовать их максимальную синергию. Сейчас же вам нужно 3 шамана. То есть вам фиолетовый шаман нужен 100%. Без него вы как без рук. Ну и не только без рук. Я думаю, много чего еще запрещенного можно сказать, но не буду.
И сразу говорю, синергию второго уровня удалили. Теперь у шаманов теперь только 2 синергии. Это первый уровень и второй уровень. Первый уровень, соответственно, 3 шамана. И второй уровень, соответственно, 6 шаманов. Ну, 6 шаманов, дай бог каждому собрать. Кто-то, если собирал, я понимаю, я так понимаю, что очень жестко разочаровывались, когда собирали 6 шаманов, потому что синергия 6 шаманов себя не окупает никоим образом, вот от слова совсем. Это настолько useless, что просто диву даешься, кстати. Ну, вот охотники. Как меня эти охотники, ну, задолбали. Вот честное слово, в каждой игре по парочке охотников. В каждой. Ну, кстати, пока что неплохо приходят. Пока что можно жить. Можно жить, несмотря на то, что я получаю в таблет. Но, как я сказал уже, раз получать, то значит по полной. Надеюсь, у меня, кстати, Огр будет нормально накидывать свою способность. И будет все четко, будет все замечательно. Но надежда умирает последней. Как мы все прекрасно знаем, надежда умирает последней. Он еще и гномью брошку нашел. По-любому здесь будут охотники. Вот, смотрите, ребят, я загадываю наперед. Здесь по-любому в этой катке будут охотники. И я думаю, будет 9 охотников. Вот, к гадалке не ходи, будет 9 охотников. Вот смотрите, сейчас сами ролик поставьте на паузу и напишите в комментарии, будут ли здесь охотники 9 штук или не будет. И сколько их будет, 2 или 1. Я ставлю ставку на то, что будет 1 охотник через 9 штук. Вот не знаю, сейчас такая тенденция пошла. То ли ребята забыли, что нужно ставить воинов против них, то ли что, ну, честно, у меня есть некое замешательство. Я, кстати, могу в инкам выйти. А могу не в инкам выйти, точнее. Не в инкам, короче. В уровень могу выйти. Вот что я хотел сказать. Перейдем еще дальше к минусам. Во-первых, ну, я уже говорил то, что сейчас их нерфанули. Во-первых, нужно 3 шамана, во-вторых, стало 1,5 секунды перевоплощения вместо секунды. И в-третьих, это время жизни. 20 секунд это слезы. Ребят, это в действительности слезы. И вроде как писали в чате Телеграма о том, что шаманов немного бафнули. Бафнули в плане того, что теперь предметы, которые есть некоторые активные, допустим, как рефрешер, он юзается. Раньше он не юзался. Вам нужно было подождать полное КД, чтобы он заюзался. Сейчас он юзается адекватно. И это наконец-то балансно. Я надеюсь, что волшебное зеркало юзается, обезоружие юзается и так далее, и так далее, и так далее. То есть со старта. Потому что раньше, когда вы перевоплощались, у вас было куча дублированных предметов. Ну, не знаю, как сейчас. Надеюсь, конечно, дубликацию предметов они убрали. Потому что, как мы знаем, что разработчики молодцы, разработчики прекрасно слушают свое комьюнити. И как бы они 100% делают так, как надо. Ну и, соответственно, они некоторые чейнджлоги делают, о которых они вообще не пишут. Это на самом деле самое странное, то, что они делают какие-то микроизменения, о которых они не пишут в своем чейнджлоге. Зачем так делать? Почему они так делают? Черт их побрал, я не знаю. Вот серьезно, я не знаю. Я, кстати, знаете еще что сделаю? А вот что я сделаю. Поставлю 4 орков. Плюс 400 хп лишним не будет. Мне как можно дольше надо жить. Потому что чем будут они дольше у меня жить, тем, соответственно, я больше смогу вражеских фигур вынести. Ну и, соответственно, это играет и против меня немного. Почему? Потому что если против меня будет суммонер, и, соответственно, чем я дольше живу, тем больнее я в табло получу. Но вроде бы как суммонера здесь не намечается. Хотя он топ-1 там собирает себе друидов, зверей. Надеюсь, он не будет собирать себе зверей через суммона, потому что это будет печально. Печально будет для меня. Ну ладно, это уже такое. Дело третье. Оп, засумонил. Оп. Пока что мне все нравится. Пока что мне все нравится. Единственное, что мне не нравится, то, что у меня на 10-м раунде нет денег. Но я специально вышел в безденежье, в бедность, потому что... неплохо. Я специально вышел в бедность, потому что мне нужен этот призрачный шанс на фиолетовую фигуру. Вот он мне нужен и все. Вот гадалки не ходи, он мне нужен. Почему он мне нужен? Потому что фиолетовая фигура шаман не факт, что упадет. Я знаю свою удачу. И я уже в начале ролика сказал, что мне для того, чтобы сыграть на шаманах через волшебников, необходима вся моя удача. И вот сейчас мы будем ее полностью, скажем так, реализовывать, всю мою удачу. Я сконцентрирован, я богу рандома помолился. Вокруг моего монитора стоят несколько икон рандома. Точнее, бога рандома. Кстати, напишите в комментарии, как вы представляете бога рандома. Вот внешне немножко опишите. Мне вот реально интересно послушать, как вы его себе представляете. Ну как послушать? Почитать. Послушать. Не, ну в принципе... Ну ладно.
Я вот себе, знаете, как представляю бога рандома? Безликое лицо и знак вопроса на все лицо. И за спиной куча разных там, знаете, разветвлений каких-то. Так, так как я играю через шаманов, я буду брать сокровище Джека. Мне нужно как можно больше предметов. И чем больше будет предметов, тем, соответственно, замечательно. Опа, шарбезная. А шарбезный я-то по-любому буду брать. Да, я буду по-любому брать шарбезным. Кстати, спасибо разработчикам, что они пофиксили описание шарбезным. Смотрите, как Шекс на меня постоянно чекает. По-любому стрим снайпит меня. Но он еще не знает, что я хочу сделать. Я думаю, даже не догадывается. Кстати, Шексна, ну-ка напишешь мне в комментариях, если ты посмотришь этот ролик, что ты в тот момент думал вот, ну, соответственно, если этот ролик выйдет. Но, я думаю, что выйдет. Вот не знаю, у меня такое предчувствие, что на шаманах я сейчас неплохо сыграю. Ну, короче, напишешь в комментариях, что ты в этот момент думал, какая сборка у меня будет. Я думаю, что боги-орки, вот что-то у меня такое есть, знаете, чуйка у меня проснулась. То, что он считает, что я сейчас буду на богах-орках играть. Вот у меня есть такая чуйка небольшая. Опа. Опа. Кунка. Кунка. Но на самом деле, кунка это хорошо. Кунка это замечательно. Может распродать сейчас эти фигуры и выйти в 20 монет? Но я думаю, так и стоит сделать. Так вот делаем. Одной монетки не хватает. Шамана я, конечно, продавать не хочу. Мне этот шаман кровь из носа необходим. И желательно, чтобы он как можно раньше пришел ко мне в тройку. Вот, кстати, закон подлости. У меня 2 шамана за 12 раундов. Понял, спасибо. Похавал. Невкусно. Какое-то блюдо, знаете, невкусное. Хускар еще долбит моего шамана лавы. Не долби его. Души. Души. Бым. Отлично. Тут я раунд затащу. Если Хускар, конечно, меня не вынесет. Но я не думаю, что Хускар меня вынесет. Или вынесет. Ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Я сейчас на суммоне еще народа, еще и цепочка сработала. Ну, получается, цепочка имба. Отлично, 20 монет у меня есть. Еще бы пинг был шикарный, а не 200. Потому что ощущается, на самом деле, как пролагивает немного. В общем, мне нужно как можно больше предметов. То есть, я буду пикать сокровище Джека, если оно будет мне падать. Ну, если еще, конечно, мне награда за гоблинов упадет из реликвий, то, соответственно, я буду ее пикать, потому что мне нужно как можно больше денег, мне нужно как можно больше ролиться, и ролиться я буду на 8 уровне. Я не буду там брать 10, потому что он мне не нужен элементарно, я тогда не смогу фигуры адекватные выставить. Мне нужен вот 8 уровень, у меня будет 15% шанса на фиолетовую фигуру, я считаю этого достаточно, вполне достаточно, и будет все замечательно. Вот вполне достаточно этих 15% шанса, потому что знаете, есть такая вот, не знаю, лично это мое убеждение, но если тебе пришла эта фиолетовая фигура, то, соответственно, она будет приходить, если суждено. Если, соответственно, не суждено, то, ну, суши весла, что я могу сделать. Еще, наверное, знаете, кого я сделаю себе в помощники? Это Дума. Либо Антимага. Лучше, конечно, Антимага. Антимаг универсальный герой, подходит под любую сборку. Реально, он во всех сборках будет замечательным. Так, Леон, отлично. Отлично. Так, у меня есть сейчас... ничего есть, понятно. Кстати, я буду Рубика собирать. Я буду Рубика собирать, так как... Блин! Ай-яй-яй! Вот это я дичь сотворил! Ну-ка напишите в комментариях, какую я дичь сотворил. Как вы думаете? Я буду собирать Рубика и постараюсь его собрать в тройку, потому что мало ли он стырит нормальную способность и импакта внесет триллион. Только не откисни, только не откисни, только не откисни, у меня винстрик. Не надо убийце отдавать винстрик. Но вроде бы как не отдам, отлично. Фух. У меня аж кое-что вспотело. Отлично. У меня есть винстрик. В принципе, у меня все более-менее хорошо. Я даже на самом деле не ожидал, что настолько будет хорошо. В принципе, этого орка я могу уже продать. Волшебники мне, по сути, и не нужны. В таком-то смысле.
Главное от мобов не откиснуть. Вот в действительности главное от мобов не откиснуть. Если троллей поставить, то будет такой себе. Маги там, кстати, собираются. Там котел в двойку уже паренек нашел. Все-таки неплохо то, что я взял Шарбезна. Считаю, это хорошо. Ну куда вы распрыгались, а? Вы чё? Я таким образом и от мобов могу откиснуть. Мне не хочется от мобов откисать. Запрещено. Умирать нельзя. Запрещаю. Нормально. Мобов затащил. Вот. Когда мне фиолетовый шаман придет? Я понимаю, что, ну, у меня с удачей все плохо. Но когда ко мне же фиолетовый шаман придет уже? Хочется. Шаманчик. А шаманчик выйдет погулять? Хочется шаманчика. Ой, сильно хочется шаманчика. Так. Кого мне можно вот такого поставить? На самом деле можно было бы каких-то рыцарей поставить. Но пока нет того, ни сего. Так, это мне не надо. А это добротно. Это даже очень хорошо. Так, 6 рыцарей. Понял, принял. Меня вынесут. Это маги с котлом в двойку. Кстати, здесь будут маги-драконы. Понял, принял. Надо будет против них собираться. Ну, у меня есть шарбезны. В принципе, у меня будут еще и шаманы. И дальше только будет зависеть от рандома, какие фигуры ко мне будут. В кого ты свой хекс кидаешь? Молодой ты тролль-шаман. Вы посмотрите на этих леонов и на этого шамана. Один хексует пенька, второй кидает свою способность в пенька. Ну, красава. Кстати, я держу винстрик, имея всего лишь синергию волшебника. Во. Блин, можно было бы... Нельзя, да? Не, нельзя. Я подумал, что можно было бы поставить пока на время 9 магов. Ну, баня я лучше, короче, буду уровень брать. И... Не знаю, взять 8-й. Но даже если я возьму 8-й, толку мне от этого 8-го будет. Призрачная надежда на то, что мне раньше придет фигура. Стоит ли она того? А, понятно, охотники. Сейчас я сдохну, смотрите. Наблюдаемую смерть. Сейчас снайпер, смотрите. Пару триллион тычек. Тык-тык. Тык-тык-тык. Ладно, он мог меня гораздо быстрее вынести, но очень плохо то, что я ему отдал винстрик. Это прям обидно дико. Ошибка, конечно, то, что я взял, распродал там орков фуловых. Это огромная моя ошибка. Ну, кстати, так вот сделаю, пусть у меня будет 6 орков. Хотя на самом деле от 6 орков у меня сейчас, ну, импакта 0. У меня всего лишь не хватает 14 хп. Неожиданно-то как охотник имеет винстрик. Как же, кого же мне еще такого собирать? В самом деле я могу кунку оставить. То есть из вот саб фигур мне необходимо следующее. Либо антимаг в двойку. Можно и кунку в двойку. И дум в двойку. То есть вот такие персонажи мне необходимы для того, чтобы, ну, чувствовать себя более-менее хорошо. Почему я говорю, что более-менее хорошо? Потому что этого все равно будет недостаточно. Еще, кстати, опять проиграл. Чё-то как-то меня начали бить по лицу. Не топчитесь по моему лицу. Не надо. Я запрещаю. Ах. Ясненько. Понятненько. Поставлю-ка я рыцарей. Может, рыцари как-то импактнее будут. Хотя я сомневаюсь. Я думаю, рыцари это, ну, вообще не та синергия, которая будет дефать меня сейчас. Ну, лучше я не могу поставить. Орки вряд ли бы меня задефали, а рыцари хотя бы могут немножечко подхилить меня. Из плюсов.
Угу. А тут гоблины. 0 дамага по гоблинам, понял? Кто кого перехилит? Гоблины или рыцари? Я оставлю на гоблинов. Гоблины имба. Так, Шексно прервал победную серию игрока Хантерс. Это плохо. Один играет на убийцах, второй играет на охотниках. И вот, допустим, убийцы для меня даже страшнее, чем тот же самый охотник. Опа, Думчик. Думчик это хорошо. Котел тоже хорошо. Кстати, можно книжку попробовать забузить. Можно попробовать забузить. Вот так вот. Вот так вот попробую сделать. Дай бог получится забузить 6 книжек. Дай бог. Не могу поставить Абадона. Продам Думу на всякий случай. Ну, мне лучше сидеть 50 монет. Объективно лучше сидеть 50 монет. Все предметы я передал. Но надеемся на лучший исход. Там, кстати, боги-орки собираются. Это плохо. Для меня это плохо. Для него это хорошо. О, массовый хекс. Это то, что доктор прописал. Не зря я все-таки этого тролля оставил. Имба-тролль получается. А, так я еще и книжки сейчас забудю. Отлично. Предметы, в принципе, ролить мне не надо. Вот от слова совсем мне эти предметы не нужно ролить. Но лучше бы я находил цепочку первого тира. То есть я буду ролить, но буду находить цепочку первого тира. Приди. Да ну не кунка, ну елки ты моталки, мне нужен фиолетовый шаман. О, ну. А нытье-то работает, ребята. Ребята, нытье-то работает. Не нравится мне там, что маги собираются. Это прям не то, что бы хотелось. Это 4 монеты стоит, тот 4 монеты. Короче, смотрите. Мне необходимо сейчас что? Мне необходимо следующее. Во-первых, мне нужен этот фиолетовый шаман в двойку минимум. Я перекину ему шмотки, и шансы на победу у меня увеличатся просто, ну, по экспоненте вверх. Давай, цепочка. Блинк, кстати, не работает на шаманах. Вот вдруг кто не знал, то блинк не работает на шаманах. Вот вам будет как бы небольшое раскрытие всех лайфхаков на шаманах. Блинк, к сожалению, не работает на шаманах. То есть, если блинк сработает, то есть он прыгнет просто, но он не перевоплощаться он не будет. Он просто прыгнет в массу врагов. Кстати, спасибо, классные шмотки на снайпере. Он прыгнет в массу врагов, и он там перевоплощаться не будет, пока не зарегенит себе максимальную ману. О, так я тут еще и выиграл, походу. Ничего себе, я думал, я проиграю. Получается, зря наговаривал на снайпера. Расстрелял своих врагов. Ролится. Давай, шаманчик. Так, антимаг. Антимаг это то, что доктор прописал. Это нам надо. И нет, пока продам. Пока... Вот, теперь можно собирать и антимага. Вот теперь можно собирать и антимага. Все, отлично. У меня есть хороший билд. Не идеальный еще, но в принципе уже стол более-менее выглядит. Так как игры долго не длятся, то в принципе играть на шаманах сейчас более-менее комфортно. В принципе, ты предметы 4 тира особо-то и не находишь. Вот если в действительности так подумать, то предметы 4 тира ты даже сейчас особо не найдешь. То есть тебе нужно как минимум дожить до 3... Ты сейчас серьезно? Он Зевса нашел. На 8-м, мать его, уровне он нашел себе Зевса. Серьезно? Я его-то вынес. Из-за того, что у меня мега кунка просто. Там пошел... Ну, Тайда здесь нет, но пошел корабли Тайда топить. Я в шоке. Ох, я чувствую, это будет забавная игра. Ладно, друидов продаю. О, шаманчик, отлично. Шаманчик это хорошо. Это шикарно. Так. Не нравится мне этот маг-дракон из-за того, что у него есть Зевс. Не дай бог он его в двойку соберет, и не дай бог он найдет ему Агадим с посохом 3-го тира. Он же просто взрывать будет беспощадно. Мне даже шар бездны не поможет. Опа. Ну какого Леона ты сумонишь? Серьезно? Ты мог что-то пополезнее засумонить? Чел ты... Ну ладно, тут хотя бы он без денег сидит, понимаете? Шексно нашел себе темпларку в двойку, но он без денег сидит. Это единственный плюс, то что он сидит без денег.
О, как. Волшебный эликсир море, шлем Ресса. Но я, наверное, возьму волшебный эликсир. Сейчас постараюсь объяснить, почему я так сделал. Но я думаю, многие уже догадываются. Смотрите, за каждую свою победу у меня будет перевоплощаться 3 вот эти фигуры. И я молюсь всем богам, ну, я молюсь богу рандома сейчас, чтобы ко мне пришли именно фиолетовые шаманы. Давайте, ребят, все вместе сейчас держим кулачки. Держим кулачки за то, чтобы мне пришли фиолетовые шаманы. Неумолимо держим их. Я, кстати, сейчас предмет рольну после раунда. Мне нужно найти цепочки. Мне цепочки нужны для того, чтобы сразу перевоплощались они. Чтобы максимальный импакт по дамагу был. Опа, рыжий лис. Не, ну у рыжего лиса такие хорошенькие предметы. Так, минус рыцарь, пока. Первый пошел. Перевоплощается все то, что мне не надо. Вот объективно сейчас перевоплощаются фигуры, в которые, ну, в те фигуры, которые мне не нужны. 25 раунд, у меня так мало шаманов. По апгрейду. Тут менять шаманов нет смысла. В общем, самое опасное сейчас это маг-дракон. Дай бог, чтобы, конечно, у меня там АМы перевоплощались с хорошими шмотками. Потому что под АМом мне этот маг-дракон вообще не страшен. Не, ну хотя страшен на самом деле. Не дай бог ему Зевс придет. Вот я больше всего опасаюсь, это то, что ему придет Зевс. Опа, тролль. Легендарный тролль появился. В самом деле на легендарного тролля такой минимальный шанс, боже. Так, отлично, еще предметы падают, шикарно. Опа, шаманчик. Шаманчик это хорошо, это отлично. Так, предметы, так, цепочку берем. Пусть будет мнимая надежда на то, что хотя бы хоть чуть-чуть подхилится. Этот тоже предмет передадим. Так, предметы второго тира, отлично. И тут вот так вот сделаем. Не надо, мне надо цепочка. Так, отлично. Не, ну если его апгрейдит, может быть, в двойку придет кто-то. Зевс. Обалдеть. Инсектоиды? Перестроился с охотников в инсектоидов? Серьезно? Так это ж ошибка, как по мне. Сейчас посмотрим. Это, скорее всего, я буду ошибкой, а не он. Бэм. Пошел, пошел, не каркери. Не каркери, пошел, 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 пошел. Просто инсектоида разорвал. Боже, я дурак. Боже, какой я дурак. Это не передать словами. Кто заметил только что я не сделал? Вот кто заметил только что? Охренеть. Боже, какой я бот. Вот честное слово, какой я бот. Я забыл переставить фиолетового шамана на орка-жреца. Я все это время думал, то, что у меня фиолетовый шаман, он переставлен с орком-жрецом. Я худею. Да. Ладно. Ладно, бывает. Бывает. Все мы ошибаемся, все мы люди. Бываем. Бывает, теряем концентрацию от удивления. Бывает, не спорю. Мне вот реально интересно, почему чел с охотников перестроился в инсектоидов. Это ж тупая, ну, тупой мув был. Это был тупой мув, который ему, ну, извините, он опять у меня не каркери. Вы посмотрите там, какие шмотки у некра были. Пошел, пошел, пошел раздавать, пошел, пошел, пошел. Короче, как по мне, это огромная ошибка, то, что он взял и сделал себе инсектоидов. Это бред полный.
Это ошибка. Это максимальная ошибка, которую только можно было совершить. А теперь у меня фиолетовый шаман в жизни не упадет. Одна ошибка, и я ошибка. Короче, это тупая ошибка, как по мне. Зря он так сделал. Да. Но не мне ему ничего говорить. Точнее, не мне ему... Точнее, не мне его судить. Не мне его судить, я только что фиолетового шамана сролил. Гений. Непризнанный гений. Сролить фиолетового шамана. Гений! Ой, ладно, не буду себя корить до конца игры, но то, что чел с охотников перестроился в инсектоида, для меня это удивление. Ну, возможно, он хотел контента. Так, ну что, маг-дракон. Маг-дракон, погнали. Чпуньк. Я проиграл. Я проиграл, но чисто из-за того, что попался Кунка. Вот представьте на мгновение, что были бы такие предметы, но у меня был бы керри не Кунка, а антимаг. Я бы тут его всех магов взорвал бы без единого шанса. Режь, режь. Ну ладно, хотя бы 3 человека. Но у него котел с аганимом, с догоном. Не хватает только... Не хватает ему только посоха 3-го тира. Вот в действительности не хватает посоха 3-го тира. Угу. Так, усиление одно есть, усиление второе есть. Долго мне приходит, конечно, в тройку фигуры. Вот сколько я уже сролил. Шмоток что совсем мало стало после введения реликвий. Ну, как бы да, потому что каждый 10-й раунд падает реликвия. На 9-м уровне он находит темпларку. Обалдеть. Так, я так понял, легкой игры у меня сегодня точно не будет. Ну, естественно, я же играю на шамана. Какая легкая игра, верно? Никакой легкой игры, только пот. Только потная игра, максимально. Маг, конечно, с драконом... Маг-дракон меня, конечно, напрягает жестче, чем даже этот убийца. Меня маг-дракон напрягает жестче, потому что он может меня ваншотнуть. Посох 3-го тира, и все, он сносит всех моих шаманов, и неважно, какие предметы у меня там будут. Да, когда они там перевоплотятся, они скинут с себя дебаф магов. Но это все слезы. Опа! Антимаг в троечку сейчас даст им жару. Темпларка в двойку, да, или антимаг в тройку? Антимаг в тройку, конечно. Антимаг это имба, ребят. Не собирайте эту имбу вообще никогда в жизни. Повезло, повезло. Согласен. Я полностью согласен. Мне дико повезло на Эмо. Если бы не антимаг, то, скорее всего, он бы меня вынес. Вот, допустим, какой-то бы, не знаю, Рубик попался бы мне сейчас в троечку, и все. Так. Осталось 3 титана. Убийца, маг-дракон и я на шамана. Ну-ка, сейчас ставим ролик на паузу и пишем в комментариях, какое я место займу. Я оставлю ставку, что второе. Ну вот, я более чем уверен, что я займу второе место. А вот давайте вы скажете, какое же я место займу. Я за второе топлю. Вот топлю по максимуму за второе место. Сейчас, кстати, шмоток снова не будет, сейчас будет реликвия. Я надеюсь, что мне упадет реликвия от 3-го тира, либо же гоблины. Награда за гоблинов. Чтобы я мог максимально выйти в деньги и за счет количества денег наролить себе в троечку фигуры. Хоть разочек-то мне должно повезти на троечку фигуры, правильно? Неплохая там у меня бруда. Спектра голая, без шмоток, нормально. В самом деле приходит мне антимаг в тройку против мага. Я этого мага выношу без единого шанса. Что тут у нас? Вот хочется мне шлем Ареса взять. Получить эти призрачные несколько процентов на выпадение фигуры. Ну, короче, не буду. Я, наверное, в уверенность пойду, возьму награду за гоблинов и буду получать максимально денег. Я, кстати, заюзаю реликвию, потому что вот эта вот реликвия, которая свапает мои фигуры фиолетовые, она мне вообще не заходит. Она один раз мне принесла фигуру фиолетовую, то я ее провтыкал. Ну, там моя ошибка чисто. Пролюбил по полной программе, будем так называть.
Будет у меня парочка шаманов в тройку, то все. Я, скорее всего, буду уже выносить всех и вся. Ну вот, маг-дракон это проблема, пока, ну, пока у него нет Зевса в двойку. Ладно, забираю свои слова назад. Это проблема даже сейчас. Хотя я ему котла вынес. Шекснер прервал победную серию. Вот, смотрите, мне сейчас упал Никс, а вот прикиньте, мне бы упала М. Я же бы его стер в порошок. А может сейчас? Ну, чуточку не хватило. Буквально грамулечку. Просто не хватило грамулечку, прикиньте. Да, тютельку не хватило. Темпларка, вот. Если сейчас еще раз ко мне попадется темпларка, и мне еще раз упадет антимаг, я его взорву еще раз. У меня, по сути, у всех есть цепочка. По сути. По сути своей, у меня у всех есть цепочка. Единственное, что у меня не все экипированы шаманы. Хотя на самом деле, вот, играть через 3 шаманов и волшебников, это нормально. Кстати, там 9 магов он поставил. Это он, скорее всего, поставил против убийцы. Ты серьезно? Кого ты присумонил? Серьезно? Ты мне же... Ой-ё... Обалдеть. Сказать, что я сейчас в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Давай, ну, присумань какого-нибудь адекватного... Ну, адекватную фигуру, пожалуйста. Объясните мне, почему он 2 раза Леона присуманил? Вот как это понять? Почему он 2 раза присуманил мне Леона? Спасибо, шаманчик. Спасибо, Руби. Наконец-то! Фигура в тройку. Да. Шамана, кстати, за 1 монету до сих пор адекватно нету. У меня всего лишь 2 шамана в двойку. Ну, походу, бог рандома меня сегодня не услышал. И... Отчаяние. Так, маг-дракон. Бэм. Жесткий тип. Неужели панда его душанет? Серьезно? Обалдеть. Вот это реально было прикольно. И неожиданно. Энигма. Ну, Энигма мне... Бог ты мой, ко мне шаман. Бог ты мой, ко мне шаман. Еще один пришел в двойку. Обалдеть. Походу сегодня будет град. 2 шамана в двойку. Остался еще один шаман. Еще один шаман и все. И будет разрыв. Разрыв тоталити будет. У меня все шаманы сейчас по 6 монет стоят, кроме вот этого. И даже когда я этого шамана соберу в тройку, то он будет у меня 5 монет стоить. Не найди Зевса в двойку, молю. Не найди. Не найдешь Зевса в двойку, у меня будут все шансы тебя вынести. И я надеюсь, что тебе котлу не упадет посох 3-го тира. Так, убийца. О! 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 А вот это хорошо. Вот это вот добротно. Чисто бабка на расстреле. Вот. Отлично. Ну что, ребятки, готовы? Вы готовы? Это повезло мне сейчас. Мне очень повезло на то, что мне выпал именно и бабка, и Манки Кинг. Упал бы мне Леон, было бы весело. Или опять бы упал бы этот орк-жрец, который бы сумонил мне кого? Верно, Леона. Я тебя понял. Делаю Киру. Давай. Давай. Сделаешь Киру, то я против тебя соберу, во-первых, Дума. А во-вторых, по-любому против тебя будет антимаг попадаться. Как только будет против тебя антимаг попадаться, готовься. Так, ну, в принципе, реально, Дума можно. Хотя, смотрите, дай бог у меня соберется шаман фиолетовый в тройку, дай бог. Я в это не верю особо, но дай бог он соберется в тройку. Если он соберется у меня в тройку, то, в принципе, я могу докинуть Дума. Кунка мне особо не нужен, на самом деле. Опа, посох 3-го тира.
Еще и Рубика в троечку, прикиньте. Вот Рубик... Антимага, наверное... Да, я буду антимага покупать. Вот если бы его раньше покупал, было бы еще лучше. Но... Антимаг меня, походу, прощает. И он мне упадет сейчас адекватно. Так, посох третьего тира. Это мы тебе дадим. Так, стоп. Что-то не так пошло. Так, вот это вот уберем. Это тебе. Дагон. Кому же дагон отдать? Кому дагон? Ну, в принципе, как-то еще так сделаю расстановку, потому что мне кажется, что слишком они в углу стоят. Опа, синергия Киры. Тебе не страшно то, что ты сделал себе сейчас синергию Киры? Это ж обоюдоострый меч. Во-первых, тебя может маг вынести жестко. А во-вторых, если у меня попадется 2 антимага с шамана. Нет, нельзя. Фу. Серьезно, Леона ты засуманил, да? Но он быстрее пропадет у меня. О, нет. А, ничья, понял. Не хватило доли секунды для того, чтобы я его выиграл. Мне надо, чтобы он умирал. Ну, приди ко мне уже, фиолетовый шаман, алло. Пора. О, Рубик почти... Рубик, кстати, почти в тройку. Почти Рубик в тройку. Вот это еще будет контент. В самом деле, мне так туго шаманы идут. Очень туго. Не передать словами, насколько туго. Ну, в принципе, вы и сами все видите. Еще такая игра конкурентная. У меня все зависит от везения, у них все зависит от того, как мне повезет. Вот смотрите, реально, сейчас падают несколько антимагов, я выношу всех и вся здесь. Вот как мага, так и убийцу, потому что он играет через темпларку и через синергию Кира. И, естественно, когда у меня будет... Опа! Помните, я говорил, что сейчас упадет антимаг, и все, и ГГ его темпларки. Блин, это картинка. А, ну его маг вынес. И куча предметов упала. Боже, вот это да. Это то, что доктор прописал. Еще антимаг. И шаманчик. Так, надо полностью ролиться, наверное. Вай, неудача. Конечно. Конечно, неудача. Не лагай! Только не сейчас. Я просто только что ее купил, выставил на стол, а я только что обратил внимание, что она не хотела оставиться. Что не хотела поставиться на стол. Наконец-то мне усиление пришло. Наконец-то. Наконец-то. Так, мне вот парочку антимагов в двойку, Рубика в тройку. И все замечательно будет. Я, кстати, наверное, сейчас буду кунг уже продавать скоро. Эмбер сумонился. Вот таких ребят я люблю. Вот пусть такие и сумонятся, ребята. Вот такое я обожаю. Парочку таких эмберов и все, и конечное. И это будет конечное. Я, кстати, наверное, полностью буду ролиться, потому что осталось немножко. Отлично. Или не буду ролиться, останусь 50 монет. Все-таки сейчас очень жестко зависит от того, какой рандом. Ой, он духа в двойку наролил. Вот это вот проблема. Это-то проблема. Проблема то, что он духа наролил. Кстати, пункту пора менять. Тут зеркало у него. Спасибо за игру. Взаимно, Шексно. Взаимно. Взаимно тебе спасибо за такую потную каточку. Знаете, в чем минус? У него сейчас стоит дух на агр. У него стоит дух пятерка. А антимага мне как бы особо некуда ставить. Вот если так подумать. Благо у меня реально есть... Короче, будет вот такая тема мне спавнится, то будет все очень плохо. Но первый прокаст я его переживаю чисто из-за того, что у меня есть шарбезна, которая юзается сразу со старта. Шмотки гениальные. Батл Фури, что там еще, криты были. Башер, посох третьего тира, который не стакается почему-то. Но он меня так вынесет. Сейчас, надеюсь, какой-то ему бред упадет с 4-го тира реликвий. Можно мне шаман уже придет? Я очень хочу шамана. Кстати, наверное, Рубика как-то... Хотя пусть стоит там. Пусть стоит там, потому что у него будут какие-то там способности юзаться. Там может котел туда прокастить, и будет замечательно. Интересно. Ну, скорее всего, это топ-2. Хотя он без денег. Ну,
Ему легче меня затащить, нежели мне его. Я никак не влияю на игру. Что бы я сейчас ни сделал, я никак не повлияю на игру. Если кто-то напишет в комментариях, что нужно закилить сейчас АМа и перекинуть ему пару шмоток, я бы согласился бы с вами, если бы не несколько но. Во-первых, у него там духи, плюс агро есть. Ну, во-первых, духи, которые может застанет. 3 дума. А знаете, в чем прикол? Я могу проиграть. 3 дума это явно не то, что я хочу. Урона-то нет. Урона-то нет. Ну не, пожалуйста. Только не проиграй мобам. Мэр-то стреляй. Стреляй, как никогда в жизни не стреляла. Хе. Зевс это классно. Он мне не нужен, правда. Ой, тролль этот идиот, он мне не нужен. Спектра тоже мне не надо. Яичко, отлично. Давай, шаманчик. Шаманчик пятерый. Шаманчик фиолетовый. Фиолетовый шаманчик, пожалуйста, 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 пожалуйста. Молю. Да. Ну что, ребята, вот теперь сейчас мы поиграем. Вот теперь сейчас мы поиграем. Теперь у меня будет сейчас легендарная фигура спавниться. 100%. Так, предметы, в принципе, более-менее адекватные у него. Единственное, что нужно перекинуть сейчас несколько... Да не лагай ты! Вот так вот сделаем. Это сюда, это... Да ну... Нервничаю, из-за этого такая тема происходит. Вот так. Во! Теперь у меня 3 пакованных шамана. Ну что, конечная или конечная? Для... Эма в тройку засуманил. Все, ГГ. У меня еще Рубик стырил способность котла. Фух, ну это было на тоненького. Это было на тоненького. Это было очень на тоненького. Красиво, да, выглядит мой стол? Это было реально добротно. Это было реально добротно. Это было круто. Я очень доволен игрой. И... У меня нет слов. У меня нет слов. Мне даже не как это прокомментировать. Это реально было круто. Я до конца не знал, что я займу хотя бы призовое место. Я думал, что я отлечу хотя бы, ну там, не знаю, в топ-4 даже. Или в топ-3. Но топ-1 занять против такого персонажа, против такого противника... Только удача помогла. Серьезно, только удача помогла. Мне более-менее адекватные фигуры в конце засумонились. 2 провидца, у которых есть свое дефолтное магическое сопротивление, плюс орк-жрец, который суманул антимага в тройку. Мне повезло. Вот сейчас реально мне повезло в этой катке. Обычно мне так не везет. Добавить мне... Ну, мне здесь нечего добавить. Шаманы очень трудно шли. Да, ну, в принципе, все, ребят. Давайте так. Вы сами добавите в комментариях, что думаете по поводу этой катки. А я хочу сказать следующее. 50 лайков под этим роликом, и я сниму охотников. Охотников в своем исполнении. И, возможно, это будет даже Медуза керри. В троечку Медузу соберу, сделаю синергию Киры, закину в нее. То есть, вы поняли мою идею, да? Поэтому, ребят, 50 лайков под этим роликом, и будет Медуза керри через охотников. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мои каналы, на мой YouTube и на мой Telegram. Telegram закреплен тоже в комментариях. Всем удачи!